Российская армия ударила по больнице, есть погибшие. Лукашенко прилетел привет из Гааги, а в Пекине решается судьба мирного процесса. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Украина получит Таурусы, но есть нюанс. У нас так много пространства для интенсивного обмена мнениями. Несколько стран вводят санкции против грузинских властей. Мы примем определенные меры, чтобы ограничить въезд преступников в наши страны. Элтон Джон признался в очень серьезной болезни. Спасибо, что пришли, и очень приятно, что сегодня вы были здесь с нами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Украина получит от Германии 4000 дальнобойных ударных дронов HX-2, которые уже прозвали «Мини-Таурус». Эти беспилотники являются ответом на российские ланцеты и предназначены для поражения бронетехники, артиллерии и других важных целей противника. Этот дрон способен действовать на расстоянии до 100 километров. Это делает его эффективным инструментом в глубоком тылу. Беспилотник весит всего 12 килограмм, и его боевая часть имеет вес в несколько килограммов. Она может оснащаться различными зарядами, включая аккумулятивные. Это позволяет адаптировать дрон под конкретные задачи. Максимальная скорость HX-2 достигает 220 км в час. Благодаря своей конструкции с X-образным крылом, хвостовым оперением и 4 электромоторами дрон обладает высокой маневренностью и устойчивостью. Но самое главное – это искусственный интеллект, которым он оснащен, позволяет обнаруживать, распознавать и наводиться на цели, даже если враг применяет средства радиоэлектронной борьбы. Но окончательное решение о поражении цели принимает оператор, это добавляет управляемости и точности. Более того, интеграция с системой Альтра открывает возможность проведения роевых атак, когда несколько дронов действуют синхронно, усиливая эффективность удара. На що повинна піти Росія? Бажано на 3 букви. Якщо чесно, можна, бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить, вбиває нас, а ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж, ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, 25-му році, закінчилася війна. Вибачте за недипломатичную лексику. Литва вводит санкции против грузинской власти за разгон протестов. Об этом министр иностранных дел страны написал на своей странице в X, бывший Твиттер. Власти запрещают въезд ряду грузинских политиков, начиная с основателя правящей партии «Грузинская мечта» Абидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гамилаури. Раньше глава МИД Эстонии заявлял, что страны Балтии собираются ввести санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии. Следом к ним присоединилась и Латвия. Право на самовыражение, право на объединение, право на мирные демонстрации – это одни из основных фундаментальных прав человека. И подавление этих протестов, сотни арестованных, избитых и так далее и тому подобное людей не могут остаться незамеченными. Поэтому мы примем определенные меры, чтобы ограничить въезд преступников в наши страны. Грузинские власти тем временем заявляют, что их не так поняли. Правда, заодно обвиняют посла ЕС в Грузии в дезинформации. Премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе заявил о готовности хоть сегодня начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз, если Брюссель примет соответствующее решение. Но его заявление прозвучало на фоне протестов и обвинений в антидемократических действиях со стороны европейских чиновников. Мы не только не останавливаем процесс евроинтеграции, но мы активизируем наши усилия, чтобы обеспечить вступление Грузии в Европейский Союз в 2030 году. Администрация президента России начала подготовку региональных чиновников к формированию так называемого образа победы для граждан. На семинаре для вице-губернаторов, прошедшем в подмосковной мастерской управления «Синеж», обсуждалась необходимость готовиться к завершению войны против Украины и представлять ее итоги как победу, учитывая разное восприятие в обществе. В администрации президента считают, что будущие результаты войны должны расцениваться россиянами как победа. Но уже сейчас понятно, что они не устроят рассерженных патриотов и либералов.
Кремль ориентируется на спокойное большинство, которое будет удовлетворено достижением целей войны и сохранением за Россией оккупированных территорий. Региональным властям поручено работать с участниками боевых действий и обеспечивать их трудоустройство, реабилитацию, для того, чтобы предотвратить их участие в протестных движениях или в какой-то криминальной деятельности. Российская армия нанесла авиаудар по университетской больнице в сирийском городе Идлиб, сообщают местные СМИ. По данным сирийских медиа, больница находилась в густонаселенной части города и обслуживала сотни пациентов ежедневно. Удар, по предварительной информации, привел к значительным разрушениям здания и возможным жертвам среди медперсонала и пациентов. Точное число пострадавших пока не уточняется. Лукашенко прилетел привет из Гааги. На Ассамблее Международного уголовного суда в Гааге будет рассмотрена ситуация в Беларуси, сообщил Павел Латушко. Впервые этот вопрос вынесут на обсуждение Ассамблеи государств, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, и к тому же прозвучит фамилия Лукашенко. Хорошие новости. Ассамблея Международного уголовного суда, город Гаага. И впервые Лукашенко, его фамилия, звучит на Ассамблее Международного уголовного суда. Лукашенко виновен в совершении преступлений против человечности. И белорусская ситуация сегодня обсуждалась на мероприятии в рамках Ассамблеи Международного уголовного суда. Для нас очень важно, чтобы было начато расследование преступлений, совершенных против Беларуси, чтобы ордер на арест был выдан Лукашенко. И сегодня, кстати, прозвучали слова, обязательства, не слова, целого ряда организаций о том, что не будут передавать доказательства совершенных и совершаемых в отношении белорусов преступлений против человечности. Мы будем добиваться, чтобы ордер Лукашенко был выдан. Привет из Гааги. А в Беларуси решили, что расхолаживаться незачем, и отменили неделю выходных. Не в тех условиях нынче, чтобы на Новый год отдыхать, об этом говорит целый премьер-министр. Да еще и переживать о рубле не стоит. Все хорошо с валютой, все там укрепляется. Я не вижу какой-то там напряженности в этом вопросе. По-моему, мы за эти годы своей политикой экономической, которую мы проводим, вселили, во-первых, в людей уверенность, в первую очередь, в белорусском рубле. Об этом говорит и устойчивый рост наших депозитов в банковской системе, как физических лиц, так и юридических лиц, чего не было очень долгое время. А одновременно сокращаются депозиты в иностранной валюте. То есть люди переводят депозиты в иностранной валюте в депозиты в нашей национальной валюте. Еще Головченко говорит, что с экономикой просто прелесть. По сравнению с 2020 годом экспорт увеличился практически в 5 раз. Даже больше, в 5,5 раз, говорит премьер-министр. С 7 с хвостиком миллиардов долларов до 40 миллиардов долларов. То есть рост, как он считает, очень существенный за этот период. Откуда берутся такие цифры, а самое главное оценки, это вот большой вопрос. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок прибыла в Пекин, чтобы говорить о мирном процессе в Украине. Она подчеркнула, что, несмотря на различия в позициях, Германия приветствует участие Китая в прекращении конфликта. Бербок также предупредила, что поставки китайских беспилотников российским войскам приведут к новому измерению конфликта и могут повлечь серьезные последствия для Китая. Я очень благодарна за то, что сегодня у нас так много пространства для интенсивного обмена мнениями, потому что, на мой взгляд, нас объединяет то, что мы оба очень ценим открытые дискуссии, и то, что у нас теперь есть различные форматы для этого в рамках стратегического диалога. Это очень важно в эти неспокойные времена, когда ветры дуют с разных сторон. Визит Бербок в Китай направлен на обсуждение путей мирного урегулирования войны России в Украине и предотвращения возможного военного сотрудничества между Пекином и Москвой, которое может осложнить ситуацию. Элтон Джон потерял зрение. Певец признался в том, что почти перестал видеть из-за глазной инфекции, которая сильно повредила один из его глаз. Об этом артист заявил на премьере мюзикла «Дьявол носит Прада». Из-за этого музыканту пришлось отложить выпуск нового альбома. И моему мужу, который был моей опорой, так как я не мог приходить на многие предварительные просмотры, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно видеть это, но я люблю это слушать. И, боже, Сэнди, сегодня ты был хорош, окей? Спасибо, что пришли, и очень приятно, что сегодня вы были здесь с нами.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.